Привет, друзья! С вами снова Стас Быков, и сегодня мы поговорим о сайтах. Я вам расскажу 3 способа, с помощью которых можно создать себе сайт. Один из них, конечно же, будет самый простой, где вы без знаний программирования сможете создать себе современный сайт с адаптивным дизайном, и который будет с продающими даже элементами. То есть этот сайт будет полностью готов, и вы можете его применять для своего бизнеса, для себя, если вы блогер, если вы раскручиваете себя, свой персональный бренд, для любых возможностей. Сайт на самом деле можно адаптировать под любой бизнес, под любую сферу деятельности. Итак, смотрите. Первый способ, это самый доисторический способ создания сайта самому. То есть вы сами открываете блокнот, сами открываете Notepad++, вот которым даже я пользуюсь, сейчас вам покажу. Вот он тоже Notepad++ открылся. Кто-то открывает блокнот. Это мы раньше делали 15 лет назад. 10 лет назад этим занимались. В итоге смотрите, какой код получается. То есть если мы заходим на любой сайт и далее нажимаем просмотр кода страницы, видите, вот этот сайт написан в блокноте, это никакой не движок. Вот видите, сейчас я нажимаю Ctrl-C и Ctrl-V, вот Notepad++ мы видим вот эту верстку этого лендинга, на который я только что перешел, и вот здесь вот title мы прописываем, то есть название страницы. Далее подключаем скрипты, подключаем фон, делаем разметку, подключаем картинки, видео. Ну, думаю, вам это даже слушать не хочется, поэтому мы сразу блокнот с вами закрываем. И второй способ — это использовать уже готовые шаблоны сайтов. Я вам рекомендую, если вы выберете этот способ, смотрите, переходите в Яндекс и далее вставляете вот это слово Bootstrap. Bootstrap технология, с помощью нее можно создать любые совершенно современные сайты. Но вам создавать не надо, вам просто нужно будет скачать. Смотрите, Bootstrap шаблоны бесплатно. Вот так вот можно сделать запрос. И вот здесь мы переходим на первые попавшиеся сайты, можете по всем пробежаться и выбирать тот дизайн, тот шаблон сайта, который вам нравится. Вот здесь вот по категориям, видите, блог, лендинг, магазин, портфолио. Давайте в магазин зайдем, посмотрим. То есть сейчас мы видим шаблоны сайтов для магазина. Например, давайте какой-нибудь, сейчас какой мне больше глазу приглянется, тот и выберем. Я на тот перейду. Вот, например, вот этот, да. То есть мы перешли на сайт этого шаблона, и далее мы вот тут кнопочка «Смотреть», нажимаем «Демо». Сейчас мы увидим так, как он был у вас на вашем хостинге. То есть полностью рабочий сайт, вот этот шаблон. И вы бы его полностью изменили. Это второй вариант. То есть вы его просто скачиваете. Вот здесь кнопочка «Скачать». Скачать бесплатно. И устанавливаете на свой хостинг. Конечно, есть в этом небольшая проблема. Это сайт статичный. То есть вам руками все нужно здесь менять. Если вы поменяли здесь картинку, да, то потом через систему управления вам не получится ее изменить. Если вы поменяли на одной странице вот это меню, то на другой, на внутренней странице тоже нужно его менять. Если вы какой-то товар добавили, то в списке новых товаров он тоже здесь не появится. В этом есть проблема. В этом проблема вот этих шаблонов. Именно поэтому я рекомендую, если вы используете шаблоны для сайта, то есть готовые вот эти шаблоны, Bootstrap, то делайте только лендинги. Лендинги и, ну, пожалуй, все. Заглушку можно сделать и 404-я ошибка. Конечно, если вы уже прокачаны, вы можете сделать шаблоны для админ панели, да в принципе вы можете тогда все использовать. На начинающем этапе я рекомендую лендинги, вообще идеально. Здесь копируйте лендинги, и он у вас, он же обычно статичный лендинг, где ничего менять не надо, если вы альфа-бета тестирование, конечно, не проводите, но это тоже нужно быть уже профессионалом. Также третий, поэтому вот переходим к третьему способу, это установка готовых модулей, установка готовых приложений. То есть вы заходите на любой хостинг и нажимаете там «Установить приложение». Каким хостингом пользоваться я рекомендую? Я работаю только с MacHost. Вот здесь вот в личном кабинете будет кнопочка, смотрите, «Установка приложений», переходите в это меню и далее вы просто выбираете движок. Все эти движки динамические, то есть они отвечают самым последним требованиям, и когда вы изменяете там контент, он тоже автоматически генерируется и обновляется на всех страницах. Плюс есть система управления и личный кабинет у каждого пользователя, в том числе у админа.
админа, это конечно же. Ну вот, смотрите, здесь есть разные движки. Joomla, ModX, WordPress, это для блогов я рекомендую. OpenCart, это движок для создания интернет-магазинов, для галереи, видите, есть для корпоративных сайтов, вот этот ModX можно использовать. Да, в принципе, и WordPress тоже можно использовать для корпоративных сайтов. OpenCart это для интернет-магазина, есть для блогов, для форумов точнее. То есть вы просто нажимаете установить и далее создаете базу данных, она подключается к этому сайту и у вас будет готовый сайт. Вот у меня вот сайт Liker Media, видите, вот сейчас я на него перейду. Вот этот шаблон я установил за 5-6 минут. У меня есть отдельное видео, как конкретно я это устанавливал, можете найти, посмотреть. Или будут вопросы, пишите в комментариях, я ссылочку на это видео скину, а может оставлю прямо в описании под этим видео. Вот, то есть, вот этот шаблон я установил, плюс вот эти записи тоже скопировал с другого сайта, чтобы показать, как работают отдельные плагины. Весь сайт собирается динамически, все меняется, есть свежие записи, архив. Также у каждой записи есть, видите, своя страница. Это помогает продвижению, то есть страницы сайта находятся в поиске Яндекса и Google по ключевому слову. Конечно, здесь я для примера указал новое видео про сайты, но если человек ведет, например, ключевой запрос новое видео про сайты и страница будет оптимизирована под этот запрос, то он появится в Яндексе и в Гугле эта страница выйдет. Таким способом вы можете продвигать себя, свои товары и свои услуги. Смотрите, есть несколько нюансов, да. Когда вы, например, переносите сайт с какого-то хостинга или создаете, здесь тоже есть разница. То есть, если, смотрите, сделаем первый вариант, вы его переносите. Вам на старом сайте нужно скопировать все файлы, а также скопировать базу данных. То есть, зайти в свою базу данных на старом хостинге и нажать экспорт. Далее, потом здесь вот переходите в базы данных, нажимаете создать базу и сделаете сюда импорт базы данных. И плюс перенесете через FTP клиент, FileZilla, все файлы со своего компьютера прямо на хостинг. Все очень просто. А если вы прямо здесь создаете, кстати, не сказал, 3 месяца бесплатно вы можете пользоваться хостингом MacHost по тарифу MAC10. Промокод Стас Быков, он уже введен в ссылку в описании, поэтому переходите и пользуйтесь. За это время вы сможете оценить качество этого хостинга, вы успеете продвинуть свои проекты, получите какой-то кэш, прибыль, и уже спокойно у вас окупится ваш хостинг. А вообще сайт состоит из нескольких элементов. Это и домен, это и движки сайта, это CMS, это и хостинг. То есть без 3 этих элементов вам не запустить свой сайт. Конечно, с этого нужно было начать, но лучше поздно, чем никогда, я об этом скажу. То есть прямо в MacHost вы когда зарегистрируетесь, вы сможете зарегистрировать себе домен. Переходим здесь в сайты и сделаем добавить зарегистрированный домен на хостинг. Или зарегистрировать новый домен. Если вы переносите, то добавляйте. Если вы с нуля делаете, зарегистрировать новый домен просто. Вот здесь вводите имя домена, например, Liker Media 2. Далее делайте персону. Здесь нужно будет создать персону. Ну и, конечно же, делайте себе учетную запись, то есть доступ по FTP и пароль. И делайте добавить. Ваш домен добавляется, никакими NS-серверами вам нигде обновлять не нужно, все сделается автоматически. Вы просто потом создаете базу данных, переходите в установку приложения и нажимаете установить. Это не так сложно, даже говорить сложнее, чем сделать вот эту очень легкое и простое действие. Таким способом вы создадите себе сайт, а далее вы уже смотрите, вот такой будет сайт у вас, например, на WordPress, и далее вы уже сможете поменять внешний вид. Вот здесь вот есть очень много шаблонов, встроенных шаблонов в WordPress. Например, вот тема, добавить новую. И здесь вот избранные мы видим самые разнообразные темы под любой бизнес, под любые требования. Ну, давайте, например, мы установим сейчас вот этот вот шаблон. Можно нажать «Посмотреть». Сейчас он откроется. Ну, вот здесь в режиме просмотра. Давайте нажмем «Установить». Сразу посмотрим его в действии. Нажимаем «Установить». Так, все, тема установлена, нажимаем «Активировать». Сейчас вот в этом месте, вот в этом движке появится новая тема. Вот она, все, она включилась. Давайте нажимаем «Обновить». Все. Новая тема, вот она, готова. Название, вот это у нас здесь мы видим меню, здесь посты.
Конечно, надо подкорректировать, потому что тема немного не подошла. Видите, нет справа столбца. То есть ее просто нужно настроить. Вот здесь вот настроить тему. Так, вот, вернул ее обратно. И видите, все очень просто. Я просто играючи это делаю. Захотел поменять сегодня другое настроение, взял, поменял тему за 1 минуту, даже меньше, и все, у вас на блоге новая тема. Вообще, любые из этих 3 способов, они имеют место быть. Только единственное, вот способ создания сайта прямо вот самому из блокнота я не рекомендую вам делать. Новичку подойдет спокойно, вы или копируете шаблоны готовые и загружаете их на хостинг, или создавайте уже через установку приложений. Самый простой вариант, конечно, установка приложений, но если вам нужен какой-то лендинг или интернет-магазин, вы можете уже загрузить готовые файлы. В следующих видео я расскажу, как правильно загружать файлы и какие модули необходимо использовать для того, чтобы сайт был, так скажем, прокачан, он был оптимизирован для поисковых систем, ваши статьи находили в поиске в Яндексе и в Гугле, и что нужно делать для того, чтобы был какой-то продающий элемент и формы захвата. Потому что все зависит, конечно, от целей. Что вы хотите? Продать товар, услугу, просто сделать сайт для трафика. Цели разные, пишите по этому в комментариях. Для чего вам сайт? А если кто-то уже сделал сайт, потому как я рассказал, скидывайте ссылку, обязательно посмотрим. И я думаю, вот сделать, наверное, раз в 2 недели буду делать разбор сайтов, которые сделали по моим видеоурокам. И там мы уже будем смотреть, правильно, неправильно делать. Что-то нужно поменять, что-то переделать. Самое главное, не стойте на месте, двигайтесь. Сайт любому человеку, любому специалисту нужен. А если вы хотите зарабатывать в интернете, тогда тем более вам нужен сайт. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь 3 месяца бесплатно. С вами сегодня был эксперт по интернет-маркетингу. Меня зовут Стас Быков. Все вопросы пишите в комментариях ниже, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.